Военные публично поспорили с Путиным, солдаты опровергли ложь Кремля, не верят Москве даже зет-военкоры. Публичная казнь генералов РФ Герасимова предложили расстрелять. Россия потеряла крупный город. Первый залп нового конфликта. Ближайший сосед РФ начал торговую войну. Мощный удар по кремлевской казне. Срочное обращение к Путину из Крыма. Минус 16 подстанций за 48 часов. Катастрофа набирает обороты. Об этих и других событиях к вечеру воскресенья 5 июля. Воскресный вечер с Нехта. Правильный выбор перед новой неделей. Главные новости к этому часу прямо сейчас. Мы находимся в городе Константиновка. Ложь Путина убедительно опровергнута. Украинские военные из разных подразделений записали обращения из разных локаций якобы захваченного россиянами города. Триколор в самом деле можно увидеть в этом населенном пункте, но под ногами его защитников. Полицейские полка «Сафари» бригады «Людь». Обороняем Константиновку. В сообщении 19-го армейского корпуса ВСУ говорится, что, цитирую, «заявление о якобы захвате Константиновки – это очередной информационный фейк, призванный создать иллюзию успехов на фоне огромных потерь личного состава и провала попыток достичь поставленных целей. Реальность иная». Уничтожаем врага, который пытается просачиваться, и очищаем нашу украинскую землю. Ситуация в городе контролируемая. Украинские военные призвали доверять только официальным источникам информации. Будем стоять до конца. Город не сдадим. Слава Украине! Героям слава! Самое обидное для Москвы, что во взятие Константиновки не верят даже российские военкоры. Константиновка равно Купянск. К успехам в Купянске подключается Константиновка. Ранее Путин в неизвестном месте, загримированном под блиндаж, похвалился захватом города. Установлен российский контроль над городом Константиновка. После этого Владимир Зеленский предложил хозяину Кремля встретиться в Константиновке, раз она находится под контролем России. Но пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отверг это предложение. Тем не менее, Путин продолжает лгать о взятии Константиновки, и уже самому Дональду Трампу предлогом для звонка стало 250-летие основания Соединенных Штатов. Но после формальных поздравлений хозяин Кремля быстро перешел к своим успехам. О содержании беседы отчитался помощник Путина Юрий Ушаков. Важным этапом освобождения всей территории Донецкой Народной Республики стало установление контроля над таким ключевым опорным пунктом ВСУ, как Константиновка. И как бы киевский режим не цеплялся за оставшиеся укрепленные районы, наша армия их обязательно возьмет. Кстати, оцените изворотливость старого аппаратчика. Предложением провести разговор именно в день празднования 250-летия независимости США вышли американские партнеры. И это о многом говорит. Ушаков лишь намекнул, что американцы предложили провести этот разговор, но нигде не сказал, кто кому в итоге позвонил. Но прокремлевская пропаганда уже протрубила, что это Трамп набрал Путина. Ну вот посудите, у вас день рождения, и вместо того, чтобы принимать звонки, вы сами звоните старому знакомому. Кроме того, этот неадекват не дает вам вставить ни слова, а 1,5 часа рассказывает, как он бьет стекла соседу. Правда, из слов Ушакова можно сделать вывод, что американская сторона ограничилась общими словами и никаких конкретных договоренностей достигнуто не было. Кстати, из лексикона Путина и его помощника наконец испарилось преснопамятное словосочетание «дух Анкориджа». Кремль впервые не сослался на загадочные договоренности, якобы достигнутые на Аляске. Смог ли Путин завладеть не только ушами, но и сердцем Трампа? Во всяком случае, эти усилия действующего правителя России могут быть сведены на нет выходкой бывшего президента России. Примерно в то время, когда Путин созванивался с Белым домом, а в США праздновали 250-летие основания своей страны, в телеграм-канале Дмитрия Медведева неожиданно появилось видео со свиньей.
Причем американской, ведь ролик был взят из инстаграм-аккаунта домашнего поросенка по кличке Флоппи, живущего в Соединенных Штатах. Спустя короткое время публикация была удалена, а комментариев от Медведева так и не последовало. Причем публикация могла задеть не только американцев, но и иранцев, ведь видео с поросенком оказалось сразу под предыдущим постом бывшего президента, а это были соболезнования в связи с похоронами Аятоллы Хаминеи. Шиитство соседства этих двух постов вряд ли оценили бы. В сети уже шутят, что это месть Медведева за то, что на поминках в Иране ему не наливали. А может, бывший формально глава России опубликовал поросенка с трясущейся головой просто потому, что у самого тряслись руки от длительного воздержания. Делитесь вашими версиями. Кстати, говорил с Трампом не только Путин, но и Владимир Зеленский. В отличие от Владимира из Москвы, который занял хозяину Белого дома 1,5 часа, украинский лидер говорил по делу. Сначала поздравил президента США с 250-летием независимости его страны, а потом обсудил возможности достижения мира. Есть реальная перспектива завершить эту войну, и решимость Америки будет иметь решающее значение. Договорились продолжить разговор лично во время саммита НАТО в Анкаре. То есть буквально через пару дней, ведь встреча глав Альянса начнется в столице Турции уже во вторник. И да, в отличие от Владимира Путина, которого Трамп удостоил личной встречи лишь раз за эти 1,5 года, Владимир Зеленский видится с главой Белого дома регулярно. Украинские дроны вновь ударили по энергетической инфраструктуре оккупированного Крыма. По данным мониторинговых каналов, под атакой оказались подстанции Бахчисарай и Зимино. После серии взрывов без электричества остались Бахчисарай, несколько сел района, а также Андреевка и Кача под Севастополем. Опубликованные кадры показывают пожары на энергообъектах. Правда, местные оккупационные власти назвали это технологическим нарушением. Масштаб последствий ударов раскрыл Роберт Броуди. Минус 16 энергоузлов за 48 часов. Крымский рубильник в положении ОФФ. Речь не о розетке, а о демонтаже вражеских тылов в Крыму. Тотальный ПВО-пад, логистический и топливный голод. Смотреть Соловьева про победу становится технически сложно. Реальность выключает пропаганду. Подергиванием глаза не отделаетесь. Пора собирать чемоданы и на вокзал. В Россию. Последствия планомерных операций ВСУ видны уже и из космоса. Аналитики из Института изучения войны сравнили снимки ночного Крыма в июле прошлого и этого года. На этих фотах видно, что наружного освещения на полуострове стало значительно меньше. Ну а местные жители начинают закипать. Я обращаюсь к Москве и к Путину от лица людей из Крыма. Вы обещали нам безопасность и нормальную жизнь. А по факту пустые заправки, страх, проверки, очереди и полная неопределенность. Вы довели полуостров до условий, в которых нормально жить становится невозможно. Праздничный салют едва не закончился большим пожаром. В Нью-Йорке во время празднования Дня независимости США загорелся знаменитый Бруклинский мост. Накануне в Вашингтоне из-за экстремальной жары отменили традиционный парад, но это не помешало Дональду Трампу выступить с речью, которая длилась 40 минут. Американцы завоевали гораздо больше олимпийских медалей, чем любой другой народ в мире. И больше всего Нобелевских премий. Но мне, правда, одну так и не дали. Я закончил 8 войн и до сих пор ее не получил. Ну и ладно. Президент США объявил, что страна сейчас сильнее, свободнее, богаче и безопаснее, чем когда-либо прежде. Это лишь начало золотого века Америки. Но кое-что стране все еще угрожает. По мнению Трампа, это красная опасность. Потому что коммунизм – враг свободных людей. Повсюду, во всех уголках мира. Он никогда не сработает. После этого выступления в Вашингтоне состоялось масштабное фейерверк-шоу, несмотря на молнии и непогоду. По данным организаторов, в небо планировали выпустить около 850 тысяч залпов с 10 площадок.
А на наших просторах раздался виртуальный залп нового конфликта. Правда, речь идет о войне торговой. И где она? На границе между союзниками, и где и контроля быть не должно. Белорусские таможенники задержали крупный груз, ввезенный из России. Внутри остановленной фуры оказалось 88,5 тысяч единиц товара. Одежда, обувь, кожгалантерея, чехлы для телефонов и тому подобное. Общая стоимость немалая, почти $1,5 миллиона. Как утверждают таможенники, у водителя не было документов на груз, который предназначался для продажи в Беларусь. 30 лет назад журналисты раскрыли крупную схему по поставке разнообразной контрабанды людьми из окружения Лукашенко в ельцинскую Россию. Теперь оказывается, что в эту игру можно играть вдвоем, и прозрачная граница с восточным соседом имеет не только плюсы. Бывший сотрудник администрации Кремля предложил перейти к публичным казням. Накануне Дмитрий Песков отверг предложение Владимира Зеленского встретиться с Путиным в Константиновке, раз она перешла под контроль России. Если таким образом господин Зеленский выражает готовность приехать в Российскую Федерацию, мы это приветствуем. Но хотим напомнить, что президент Путин говорил о готовности принять его в Москве. Все-таки столицей Российской Федерации является Москва, а не Константиновка. Поэтому он может приехать в Москву, как только будет готов принять важные ответственные решения. Бывший спичрайтер Путина Аббас Галямов называет это слабым аргументом. По мнению бывшего сотрудника администрации Кремля, если переговоры должны проходить обязательно в Москве, то непонятно, почему недавний саммит Россия-АСЕАН прошел в Казани. И если же вспомнить более давнюю историю, то мы увидим, что Путин проводил встречи с лидерами зарубежных государств во Владивостоке, в Сочи, Уфе, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, говорит Аббас Галямов. Если Кремль срочно не придумает сейчас другого объяснения, нам останется предполагать, что единственная причина отказа в том, что Константиновка – это вообще не Россия. Я же говорю, без расстрела Герасимова, в очередной раз обманувшего президента, не обойтись. Ну, как вам предложение? Спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся утром.